Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Глеб Пьяных прямо сейчас на связи. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Глеб, начать наш разговор я хочу с событий в Москве. Там впервые новый посол США Лиз Трейси побывала в здании Министерства иностранных дел. Встречали их посла и участников заседания в Министерстве иностранных дел, люди с табличками, что США выгодополучатель в войне. В общем, странная какая-то встреча Лиз Трейси. О чем она нам говорит? Что это за перформанс? Зарождается антивоенное движение в Российской Федерации? Да, в недрах пропагандистского движения зарождается антивоенное. Слушайте, но продолжают в России нагнетать антиамериканскую истерию. Сегодня там вагнеровцы показали ролик на английском языке, что вот Америка всю жизнь всех мочит, и гражданское население убивает, такая плохая Америка. И, это уже и не смешно. И это, конечно, очень печально, и больше всего меня огорчает, что большинство русских, или половина русских в это верят. И что с этим делать, совершенно непонятно. И я понимаю, что Украине до этого нет никакого дела. Украине надо освободить свою землю, и дальше вы там, русские, верите в Америку или не верите, плевать всем с высокой колокольни. Вот, этот градус антиамериканский растет. Я могу вам рассказать историю. Тут на НТВ выпустили какой-то фильм на 50 минут с каким-то афганцем, который слегка разговаривает по-русски, и он вроде бы как провидец, то есть, не Ванга, а, так сказать, рядовой афганец. И он, рассказывает, что Америка плохая, и это собирает 22 доля просмотры. Но чтобы вы понимали, телевизионщик, 10 это в России сейчас уже хорошо. Все, что выше 10, это прекрасно. 13, 15, прям сенсация, это уже прям большой успех любой программы на канале. И тут 22. И поэтому снимают вторую серию этого афганца снова, он будет рассказывать, какая Америка плохая. То есть народ это смотрит, народ в это верит. Вот это, что будет, когда Россия проиграет войну? Что с этим народом будет делать сам этот народ, или новая власть этого народа, или хрен знает кто. Но только не оккупационные власти. Да, достаточно яркая картинка, между прочим, настроений Российской Федерации. Но вот это заблудшая душа российского народа, русского народа. Кто ее может вывести из этого темного леса? Ататюрк. Если в России придет к власти Ататюрк, найдется такой гениальный политик, который сможет, и быть в силовом плане крутым, и понимать, что частная собственность – это свято. Вот Ататюрк здесь, в Турции, не давал в 20-е годы своему окружению устроить там социализм или там кейнсианство, ничего. Вот эти левацкие завихрения. Заместитель Ататюрка, который в 1938 году после смерти Ататюрка стал президентом, и Инаню его фамилия, он все время говорил: слушай, давай устроим госплан такой, как он при советском власти, там всех построили, эти проклятые капиталисты там никого не эксплуатируют, нет вот этого рыночного бардака. Ататюрк ему по рукам жестко. Частная собственность – это святое. И даже если какой-нибудь крестьянин турецкий получил землю от султана, и у него есть бумажка от султана, может быть, его дедушка в янычарах служил, у него бумажка. Янычары такие были плохие уже там в последние годы султана, да? И им дали, землю. Это свято, говорил Ататюрк. И вот уже 100 лет, как Турция стремительно развивается из ничего, из нищей страны, вы понимаете? То есть 100 лет назад, что такое была Турция? Неграмотное, забитое население с какими-то, султанами обкуренными в гареме, которые управляют этой страной, да? Ни нефти, ни газа, ничего. А что такое была Российская империя, да? Великая страна, империя, в которой, там и тебе Достоевский с Толстым, и тебе Менделеев, и тебе все, что хочешь, и Сикорский еще в Америку не сбежал. Просто все в шоколаде, да? Вот чувствуете, да, разницу? И прошло 100 лет. И значит, в нашей стране, в России мракобесие, Америка плохая, а значит, в Турции стремительно развиваются. Хотя, честно сказать, здесь тоже есть антиамериканская пропаганда. И некоторые политики тоже на этом спекулируют. И какая-то там половина населения,
которая, так сказать, попроще, без высшего образования, она тоже думает, что Америка плохая. И они даже думают, тут, значит, мне прислали ссылочку на какого-то турецкого политика, которого русский где-то там в коридоре поймал и спросил: что вы думаете о войне между Россией и Украиной? Он говорит: это американцы спровоцировали. Как спровоцировали, спрашивает русский. Ну, вы понимаете, они вот Украину вот подталкивали к вступлению в НАТО. Вот это и была провокация. Из-за этого все началось. То есть Россию спровоцировали. Говорит турецкий политик с именем такой, знаете, лет там за 60, такой пухлый, седой. Ну что, он в эту верит, ахинею, этот политик? Конечно, нет. Но он ориентируется на свой электорат. Какая-то часть народа турецкого, так сказать, верит в эту ахинею, что Америка плохая. И он надеется на этом, так сказать, получить очки, голоса избирателей и так далее. Ну вот эта хрень существует во многих странах. Но Америка же не сказать, чтобы сильно хорошая. Сильно хорошая. А что, кто-то сильнее Америки хороший? Скажите мне, Саша, просто покажите мне такую страну, которая сильнее Америки хорошая. Это кто? Германия? А Гитлер у кого был? В Америке или в Германии? А кто завоевал Германию? А кто немцам устроил денацификацию? По-моему, Америка, американские войска. А Японию, абсолютно самурайскую, фашистскую, которая там опыты ставила на бедных корейцах, да? Кто их завоевал? Американцы. И что сделали? Дали японцам конституцию американскую и законы американские. И что случилось с японцами? Японцы живут сейчас лучше американцев. Процвели японцы. Вот оказывается, какая плохая Америка, когда она кого-то завоевывает. Смотрите, как этим людям жить хорошо становится, а? Может, Да. кто-нибудь завоюет Россию? Америка, например, а? Да не завоюет. Никому нахрен не нужна Россия. Не завоевывать ее, ничего. Только Гитлер, идиот, поперся в Россию. Сидел бы спокойно у себя в Европе, вообще бы ему ничего не грозило. С Ираном странные вещи происходят. Из-за заявления подалека об ударах по Ирану вызывают посла в МИД Ирана украинского и, собственно, дипломатический скандал. Но, по сути, Соединенные Штаты и неназванная страна. Позже Пентагон говорил, что мы вроде как не причастны. Израиль то причастен, то не причастен к атакам дронов по территории Ирана и по заводам по изготовлению баллистических ракет. И все вспоминают почему-то Жириновского, который как бы почил преснопамятно, но предупреждал, что события в Иране как бы развяжут Третью мировую, и об Украине все забудут. И очень быстро. Что вы думаете произошло в Иране, и на самом деле это какой-то новый этап большой глобальной войны? В Иране происходит революция. Я здесь встречаю очень много иранцев. У меня, значит, дочка ходит вот в частную школу, и папа одной из девочек из Ирана, финансист. И вот нас школа собрала родителей на завтрак, чтобы родители между собой знакомились. Кто-то из Иордании, кто-то из Ирана, русских, там 5, по-моему, семей сидит, да. Значит, и вот иранец, финансист, мне говорит: ты от чего сбежал? Я говорю: я от войны, понятно, от Путина. Я говорю: а ты? Он говорит: а я сбежал, вот эти муллы задолбали, и показывает вот так вот бороду. Я его за язык не тянул, вы понимаете? То есть русский, когда вот он сбегает от Путина, от войны, он не сразу говорит, что он осуждает войну и Путина. Вот даже здесь, в Стамбуле, да, он не спешит с этим, да. Я кругом встречаю русских, и мне, в принципе, понятно. И более того, любому русскому, который меня встречает в Стамбуле, от меня спрятаться не надо. Моя позиция предельно ясна, она везде, да, что я осуждаю Путина, осуждаю войну, да. Тем не менее, русский не спешит. Хотя подавляющее большинство тех, кто сюда приезжает, присматривается, они, конечно, тоже против этого. А иранец с незнакомым человеком, с русским, вообще, который для него должен быть не очень понятен, да, сразу говорит и показывает: ненавижу этих мул. Понимаете? Дальше я встречаю тут в магазине женщина из Ирана. Она у меня что-то спрашивает, я говорю: слушайте, я по-турецки, турецкий только учу. Она говорит: я тоже турецкий только учу. И мы переходим на английский. И она, значит, я у нее спрашиваю: слушайте, у вас там революция, ее поддерживают, так сказать, американцы? Она говорит: не очень. Я говорю: а израильтяне поддерживают? Она говорит: надеюсь, что да. И у нее на глазах слезы.
Потому что, так сказать, собственно, в Иране эту революцию делают женщины. Они против угнетения женщин, против этого вот безумного насилия над женщинами, которые устроили все эти муллы, да, бородатые. Вот эти женщины героические уже сколько месяцев борются. И женщина здесь надеется, говорит она, что Израиль поддерживает. А Израиль, он если поддерживает, то не афиширует, он деликатно делает. Умные евреи знают, как делать дела. Вы понимаете? Израиль в 60-е годы на английской военной базе воровал оружие. Израильтяне воровали. Потому что, так сказать, ну, в лоб англичане не давали оружие. А вот уже арабы тут сбросят всех в море. И понимают израильтяне, что, чтобы выжить, бесполезно эту Европу уговаривать. Вот как этого Шольца. Говори ему, не говори, говори, не говори, да. А тут уже вот все, уже подступают к израильтянам. И они в 60-е годы коррупция, украсть на военной базе на британской, купить там из-под полы. И отбились. И устроили, так сказать, просто вот прекрасное государство в окружении этого арабского мира, где с утра до вечера на каждом экране смерть Америки, смерть Израилю. Смерть Америки, смерть Израилю. При этом палестинцы едут в Израиль и работают там, и хорошо зарабатывают. Арабы, живущие в Израиле, голосуют за самые, что ни на есть, так сказать, консервативные правые израильские партии, и все это знают. То есть арабы, живущие в Израиле, они не против Израиля, не против Америки. Они почему-то, да, все, так сказать, за вот здравый смысл. А леваки вот эти вот придурочные, да, которые в Израиле тоже есть, да, это прям коренные израильтяне. И даже некоторые с высшим образованием. Вот им тоже в уши надули. Вы понимаете? То есть это как бы даже среди людей с высшим образованием и, казалось бы, культурой, ну, тоже дураков хватает. Вы понимаете? Во всем мире. Ну, вот что с этим сделаешь? Так все-таки события в Иране и удары по заводам дело рук Израиля, как вам видится? Я уверен, что да. И все умные уверены, что да. И это делает честь Израилю. Ну, конечно, а кто еще? Кто еще? Вот помните, в прошлом году убили какого-то крутого генерала из стражи исламской революции. Причем убили его, какой-то пулемет был установлен на там, соседнем доме, он управлялся со спутника, то есть убийцы не было. Все было в электронном виде, и там управлялось, и все. Но это же высший пилотаж. Вот это супер, так сказать, история, да? А этот страж исламской революции, это же, ну вот, все говорят, что Пригожин в России станет таким же стражем путинской, так сказать, ну уже там, не знаю, антипутинской революции, какой-то новой, да, российской революции. Но вот я не очень верю, понимаете? То есть как бы Пригожин, конечно, драйвовый чувак, но вот нужен еще какой-то идеологический запал. Все-таки в 1979 году вот эти вот муллы, Хамейни и все остальные, они приходили на каком-то вот этом вот мусульманском драйве, что мы сейчас выгоним всех иностранцев, и будет нам счастье, мы будем процветать. Ну вот, 50 лет прошло, что, процветает Иран, да? США вторгнется в Иран? Да нет, я даже такой идеи ни от кого не вижу. Зачем? Ну какой смысл? Ну сухопутные войска вообще ничего не решают нигде. Откуда такая идея? Слушайте, где-то вы видите? Ну не знаю. Ну может быть, вы смотрите российские пропагандистские каналы. Есть там такое? Реально они рассказывают, что США сейчас вторгнутся в Иран, да? И замочат эту Аятоллу и все, и устроят что там? Смотрите, демократию, публичный дом? Это комментирует сам Блинкен и как бы не отметает этой возможности. Он находится с визитами там в Ближнем Востоке. Как раз-таки во время этих ударов у него поинтересовались, и, в общем-то, ответ вполне может быть положительный на этот вопрос. Просто цели и вот эта ядерная угроза, которая от Ирана исходит, действительно ли полыхнет? Вот самое главное, что хочется узнать, вот поинтересоваться вашим мнением. Я уверен, что ядерная угроза из Ирана не исходит, только вы никому не говорите. Есть пиар-компания, что весь мир должен бояться Ирана, потому что ядерная угроза, и поэтому надо свергать режим этих вот фанатиков религиозных. И слава богу. Но между нами мы с вами прекрасно понимаем, что Израиль держит руку на пульсе. И несколько лет назад они там
убили важного ученого, который работал вот по разработке этой атомной бомбы, и, может быть, даже не одного ученого. То есть ученые уже в Иране понимают, что будешь хорошо работать и атомную бомбу создавать, тебя изрыть, а не грохнут. Поэтому ты, может быть, там работай, но так лучше саботируй. Вот и стражи исламской революции крутейшего генерала, да, замочили. То есть заводы эти бомбили. То есть я уверен, да, что реально в Иране никакой атомной бомбы нет и быть не может. И поэтому вот бояться нам с вами нечего. Только вы это вот широко не распространяете, Саш, ладно? Вот это между Да, нами да, да. останется здесь вот сугубо, да? Но еще об этом можно прочесть в телеграм-канале Глеба Пьяных, ссылка на который мы как бы разместим в описании к этому видео, поэтому, друзья, переходите и со здравым смыслом Глеба Пьяных и с миром глазами Глеба знакомьтесь. Еще одна очень интересная, скажем так, версия происходящего и вот такое появление экс-госсекретаря Помпео на одном из политических ток-шоу в Америке, он заявил, что необходимо найти компромисс в российско-украинской войне. Нам нужно найти решение, которое имеет две особенности. Во-первых, оно должно быть приемлемо для российского народа и украинского. Во-вторых, нужно найти решение, которое бы было долговечным. Так комментирует события Помпео. Что можно сказать об этих поисках компромиссов в тот период, когда и одна, и вторая сторона вот в таком режиме ожидания наступления? Ну вот я сижу и думаю, Помпео деньги дали из России или не дали? Он это за бесплатно все говорит или просто так? И вот этот вот такой хитрый оборот. Решение, которое устроит всех. И Мгм. украинский народ, и российский народ. А Путин и российский народ – это одно и то же. Вот мне кажется, что то, что устроит Путина, не устроит российский народ и наоборот. У Путина и у российского народа противоположные интересы. Путину надо продолжать воевать и зачем-то брать этот Солидар и держать эту землю, а российскому народу нахрен это все не надо. Даже если в российском народе кто-то еще не понял и смотрит ролики про ужасную Америку. Когда Крым был украинским, он был дешевым. Это был курорт, где русские табунами ходили и ездили. Какие были проблемы? Крым наш или Крым не наш? Когда Крым принадлежал Украине, какие-нибудь проблемы у русских отдыхать в Крыму были? Не было. Кто-нибудь мешал там русским говорить по-русски? Нет. Я был в Крыму, в какой-то командировке, уж не помню. Вы понимаете, вообще, ну абсолютно русское. Но все, кому не лень, спекулировали на том, что Крым русский, надо его вернуть России. Лужков тогда спекулировал. Что-то я припоминаю, как я ненавидел Лужкова, и, в общем, вот он на том свете, ни одного хорошего слова про него не скажу. Был, кстати, шанс, что и он бы мог стать президентом России. Но я уверен, что он в силу своего вот этого вот, так сказать, алчного характера не устроил бы войну. То есть вот когда все говорят, что Лужков и Путин – это одинаковые коррупционеры, если бы Лужков стал президентом страны, то было бы то же самое. Да вот нет, все то же самое, такая же коррупция, но без войны. Это огромная разница. Итак, господи, опять я улетел куда-то мыслью. Вы меня спрашивали про, Саша, Про я забыл. компромисс от Помпео. Про компромисс. Помпео, господи, Помпео. Надо просто последить, давно ли Помпео сидит без денег, без зарплаты, хорошо ли человеку, или может там не хватает на новый Мерседес. Вот надо про Помпео что-то надо поподробнее почитать, так сказать. Ой, Да. компромисс. Ну, об этих компромиссах, собственно, периодически судачат. Это такие информационные волны, которые поднимаются с завидной периодичностью. Но бескомпромиссное решение принимает Польша. И Моровецкий заявил, что, конечно, согласовав с НАТО, Польша готовится передать Украине истребители F-16. Это уже реальное действие. Это не танки, которые приедут там через несколько месяцев или там недель, ну, кто как, откуда доедут быстрее. Как вы думаете, как в Кремле относятся к новым поставкам оружия, значительно большего и, скажем так, большей смертоносности?
Слушайте, ну вот в Кремле, конечно, разные силы, но боятся все. И каждая новая новость о том, что новое оружие приезжает, конечно, пугает людей и в Кремле, и в Генштабе, и везде. И даже рядовых, которые, так сказать, там верят, что Америка враг, все равно пугает. До всех доходит. И вот в этом плане очень интересно заявление полковника Ходоренко. Есть у нас такой спикер. Кто-то мне в каком-то телеграм-канале кусочек показал, 8 минут, как он рассказывает изумленной публике о том, что не факт, что вот эти ракеты ПВО, которые поставили там на Генштаб, в Москве напихали, среди жилых домов, везде, не факт, что эти ракеты прям хорошо защитят Россию, вернее, Москву от ударов, потому что есть такие английские ракеты обалденные, Storm Shadow, тень шторма, которые летают, как говорит Ходоренок, неизвестно насколько далеко, потому что якобы производитель скрывает. Правда, тут же я погуглил, оказалось, да вот 700 километров, нормально. Но Ходоренок тем самым хочет напугать, что долетит эта ракета, даже вот не надо придвигаться никакому НАТО. Вот прям где сейчас они стоят, там, не знаю, в Польше или в Украине, прямо оттуда они могут прилететь в Москву, и будет вот, так сказать, вам кошмар. И Ходоренок рассказывает: ребята, от того, что вы поставили эту систему ПВО там на крышу дома или Генштаба, это же не значит, что она эффективно работает. Нужно обеспечить боевое дежурство, нужно обеспечить связь по электронную между всеми вот этими вот системами ПВО, радары, слежения. То есть от того, что стоит ракета наверху и смотрит вверх, это не значит, что эта ракета, когда надо, выстрелит, если что-то прилетит. Я вот это все слушаю и думаю: ребят, вы что, правда считаете, что кто-то будет обстреливать Москву? Но ни один умный человек в это не поверит. Но большинство-то верит. Причем не только дураки верят, что Запад или там Украина может обстреливать Москву, но даже и умные люди иногда думают. Давайте совсем, так сказать, попробуем проанализировать, да? Предположим, эти ракеты Storm Shadow дали украинцам, и они могут дотянуться до Москвы. Точно надо дотягиваться до Москвы? А может, лучше разбомбить Черноморский флот, вот эти конкретные корабли, на которых стоят вот эти там калибры, и там запуск с этих кораблей, это там 15 или 20 или 30 ракет одновременно могут залететь? Вот прям раз разбомбили. Почему не надо бомбить Москву? Ну, потому что вой поднимется на весь мир. Если хоть одна ракета прилетит на Москву, это же будет подарок Путину и всей его пропаганде. Это же уже не надо будет вот этих вот подгонять мобиков, чтобы они с плакатами стояли там, нового посла в Америке встречали, когда она к МИДу приехала. Это же будет прям реальная фактура. Вот он, так сказать, ведь обязательно же там дом рухнет, крышу разбомбят, кто-то обязательно там погибнет, женщина или ребенок, не дай бог. Все, это же сразу на всех каналах, и сразу вся Россия переживает и говорит: ну вот же это Америка ужасная, или там Украина, неважно, Англия. Дали эти ракеты и уже убивают наших мирных женщин и детей. Не надо убивать в России никого, не надо. Пока в России никого не убивают, весь мир против вот этого российского режима Путина. Поэтому точно в Украине, в Англии, там, в Польше нет дураков стрелять по Москве и по российским городам. Никто не будет никогда. Вы понимаете? А вот корабли Черноморского флота, вот прям вот это вот мишень. И когда, если в них прилетит ракета и разбомбит, никто в мире не будет переживать на эту тему. И пропаганда российская, которая будет говорить: вот, корабли разбомбили, ну, тут как бы, война, корабли, они же военные. Тут стреляют, там стреляют, понимаете, да? Поэтому, опять, итак, Ходоренок, кому он рассказывает эти 8 минут? Кому он рассказывает, что опасность, и, наверное, вот ракеты поставили ПВО на крышу, но они, наверное, не очень защищают. Он говорит: да, они защищают, если все делать по правилам военной науки. И сразу вопрос: а что, у нас в России, в нашей российской армии все делается по правилам военной науки? Правда? Когда? В каком веке в России в армии все делали по правилам военной науки? Кто поверит, что вот здесь, в этом отдельном вот взводе ПВО будет сделано все по военной науке? И тут возникает вопрос: так на кого Ходоренок гонит эту волну, а? Может быть, это он Путина хочет напугать, а? А зачем Ходоренок хочет Путина напугать? Может быть, для того, чтобы Путин сказал: все, хватит воевать, отводим войска,
ни на какой солидар больше не наступаем, давайте уже, так сказать, и этот берег освобождать, он нам нафиг не нужен. Давайте торговаться о том, чтобы просто вот хотя бы разрешили остаться России по состоянию на 24 февраля. Я Да, уверен, что это не интересно. разрешат, уже бесполезно. И Путин это прекрасно понимает, что уже никто на такие вот переговоры ни с Путиным, ни с Россией уже не готов. Все. Уже надо и Донбасс вернуть, и Крым вернуть. Тогда окей. На такие условия не согласен Путин. Ну окей, война продолжается. Интересная конструкция, но можно же самим жахнуть по Москве. Об этом тоже много говорят. Нет, извините, Саша, это вот такая же точно пропаганда, когда в начале войны русский телевизор рассказывал, что вы, украинцы, сами бомбите свои дома и сами взрываете. Как вы на это реагировали? Ну, как на бред, да? Вот Да. точно так же и, так сказать, сейчас все нормальные люди будут реагировать вот на эту идею, что Россия сама себя будет бомбить свои дома. Нет, извините. Какие бы там ни были чекисты прям отмороженные, ну и я говорю, вот смотрите, видите, голос здравого смысла от полковника Ходоренкова, который там точно без согласования с Генштабом ни одного слова не скажет. Вы понимаете? Он пугает свое начальство, говорит, ребята, хватит, давайте уже отступать. Ну, он не говорит слово «сдаваться», но вообще так вот, если подумаешь, а что нужно, чтобы, так сказать, выполнить пожелание Ходоренко? Ну, сдаться как-то. Да, интересно. А, как вы думаете, вот этот визит Путина в Волгоград, который сначала должен был там чуть ли не на неделю празднования, да, вот 80-летних, 80-летней давности событий, да, потом Песков сегодня говорит, нет, это будет один день, и беспрецедентные меры, как бы всех в сети удивили, меры безопасности в самом Волгограде. Что вообще, вот какой, кроме идеологического, смысл поездки Путина? Ну, куда-то надо же съездить. Зеленский и в Бахмуте, и там, и сям, и на фронте, и по Киеву гуляет, и всех встречает. А Путин где? Все время сидит непонятно в каких помещениях, непонятно с кем, что это за одни и те же ФСОшники, которых там срисовывают. И вообще он встречался с этими женщинами, или там на хромаке это все было снято, а вот как-то плохо сделано, ручка проходит сквозь, так сказать, там экран, и это видим все мы. Вы понимаете? И уже все понимают, что уже надо бы куда-то бы вылезть человеку, да, из бункера, как говорят. Но вот были же разговоры, что он там в Нижний Тагил съездит, так сказать, там тоже готовились и не съездил. И вот мне кажется, что вот эта вот вся огромная шумиха вокруг Волгограда тоже закончится тем, что не приедет. Что-то вот у меня такое ощущение, что опять не приедет. Это уже, конечно, звучит как абсурд, как какой-то анекдот. Зачистка этих улиц звучит абсурдно. И возникает сразу мысль, ну что, ФСОшники, которые, так сказать, вот эту зачистку устраивают в Волгограде, всех там запереть, выходной устроить и так далее. Ну что, они совсем невменяемы? Да нет, они-то вменяемые, но они выполняют пожелания шефа. Они понимают пожелания именно вот от души, чего хочет Путин. Путин хочет вот такого напряга по своей безопасности. Путин вплотную, впрямую не говорил. Я уверен, что Путин не давал команду. Так, Волгоград, значит, запишите, 2 дня выходных, улицы все очистить, в троллейбусах никто не ездит. Путин таких указаний не давал. Но окружение же, умные царедворцы, они же привыкли считывать, вот знаете, там, реальное желание шефа, реальное, так сказать, что он хочет на самом деле. Вот прям вот насквозь чувствуют, и вот они это делают. И, конечно, я не знаю, вот выглядит как анекдот. Сначала Нижний Тагил, потом здесь вот эта бесконечная абсурдная зачистка до пустого пространства. Ну, не Путин, Путин и, видимо, больше никто не... Путин, видимо, не понимает, что это выглядит как анекдот, абсурд и проявление его трусости и всего на свете. Ну, вот он, видимо, не догоняет. А все остальные, да уже не важно, что они думают, уже... Да, это как Гиркин говорил, вот где настоящий Путин. Один единственный, одинокий в храме на Рождество, это настоящий Путин. А среди людей, если появился, то точно двойник. Это прям Гиркин так где-то сказал, да? Вот Прям, так? да. Ой, господи, Гиркин. Немного чести его вспоминать. Надо его вспоминать. У него же сейчас, так сказать, идет битва не на жизнь, а на смерть с Пригожиным. О чем это свидетельствует? Что у Пригожина совсем слабая позиция.
Дальше, наверное, вы спросите, ну что, Пригожин йог, как говорят у нас в Турции? Я бы сказал, что нет, Пригожин не йог. Я уверен, что когда его акции так вот ослабнут, тут его Путин и поддержит. И опять Пригожин, так сказать, раздухарится. Вот. А пока, видите, Пригожин вынужден тренироваться на кошках. Ну и вот кошка – это Гиркин Стрелков. Вот на нем Пригожин сейчас и оттягивается. Ну, Гиркин как-то в третий раз не спешит попробовать поучаствовать в войне. Ну вот умный Белковский же, он же, я не знаю, у вас в эфире, по-моему, сказал, что по его психологическому наблюдению Гиркин, когда второй раз приехал на фронт, он понял, что он один хочет воевать по-настоящему, а больше вокруг него, видимо, никто. И когда он вякнул пару раз, слышите, ребят, давайте сейчас за Родину, за Путина, он, видимо, увидел такую стену недоумения и, в общем, понял, что сейчас еще раз вякнет, видимо, наверное, стрельнут, что свалил оттуда и больше не суется. Опять-таки, это вот психоанализ Белковского, а я ему очень доверяю. Я лучше его эксперта не знаю. Глеб, сегодня пришла новость, что в Калининграде будут китайские автомобили собирать. Пассажирские, скажем так, вот имеется в виду для городской местности, седаны, китайские. Вот куда двинет, скажем так, наука и машиностроение Российской Федерации. То есть мы видим, что вместо европейских и других западных компаний Китай начинает освоение Российской Федерации. Или, скажем так, это не об этом история. Что-то же собирать нужно. Да-да, это история о том, что что-то собирать нужно, а то, что Китай реальный бенефициар всей этой войны, это 100%. И то, что Китай, как там мудрая обезьяна, которая сидит на берегу реки и ждет, когда проплывут мимо нее трупы всех врагов, вот они и плывут. И действительно Китай, так сказать, Россия упадет в объятия Китая прям вся с потрохами. То есть у Китая и так проблем-то не было. Закупать российский там тайгу вырубать, там что там, уголь, все на свете, будет еще меньше проблем. Тем более, а кому работать-то? Сколько мужиков отправились на фронт и на тот свет, а? И вот кончится война, все равно тайгу рубить надо, все равно там нужны экскаваторщики, трактористы, то все, ну и кто? Ну, я думаю, китайцы привезут, а китайцы вообще любят привозить свою рабочую силу. Вот в Африке, половина Африки, по-моему, 2/3 Африки уже реально в кармане у Китая, и там везде китайцы свои предприятия строят сами с нуля, прям целиком привозят всю свою рабочую силу, строят китайские городки, сами работают и все. То есть даже рабочие места в Африке не создают. Ну вот, готовимся. Россия, которая так ненавидела Америку, да, которой здесь не было, ну вот теперь вместо проклятой Америки у вас будет Китай, который, в отличие от Америки, реально будет здесь. И китайских рабочих увидим в тайге, в Владивостоке, в Приморье, везде. И все, кто там ненавидел Америку, ну вот, китайцев будете, так сказать, целовать. Сегодня просто таки день каких-то воспоминаний в Британии. Я хочу обсудить с вами воспоминания Джонсона о том, что Путин ему по телефону угрожал ядерными, ну не ядерными, может быть, другими, ну, в общем, ракетами угрожал, о том, что не хочет делать ему больно, но это ведь будет недолго, около минуты от ракеты. Что это за воспоминания? Вот мы движемся там к отметке 1 год этой войны, и вот такого рода материалов будет больше. Как вы относитесь к подобным публикациям, подобным фильмам? Поразительно, как долго Борис Джонсон молчал, а? Сколько еще всяких политиков, немцев особенно, сколько еще молчат, и им есть что рассказать. Интересно, Меркель что-нибудь расскажет? Вот кто может рассказать. Ох, где-то Меркель лет там 10 назад уже рассказывала, что когда она впервые попала куда-то там к Путину, ее поразили огромные вот эти двери между любыми комнатами, как будто это сейф, который невозможно ни взорвать, ни прострелить, ни открыть, ни закрыть, ну что-то жутчайшее. Я не помню о чем, где это она с Путиным встречалась, в Сочи, не в Сочи, ну неважно. И вот молчит ведь Меркель. А ведь сколько, так сказать, этих газовых, так сказать, историй связано. Строили нефтепроводы, дружили с Путиным, Путин-Ферштейр. Кто у нас главный Путин-Ферштейр в Европе? Это Меркель.
Тишина, молчит. Ну, наверное, правильно молчит. Не хочет засвечиваться, чтобы они, так сказать, лишний раз вспоминали, потому что добрым словом, видимо, не вспомнит. Вот Борис Джонсон вспомнил. Ну что, красивая история. А еще надо вспоминать, что когда Макрон, по-моему, за то ли там 2 недели до войны прилетал в Москву, то его не то, что Путин не встретил у трапа или там... Его встретил только посол французский, и им не дали машину. И они вот во Внуково шли от самолета куда-то там до машин пешком под снегом. Ох, я думаю, Макрон запомнил это, ох, запомнил на всю жизнь. И все вот эти вот мелкие оскорбления, все вот эти вот... Ну, понятно, Путин оттягивался там на Макроне, вот на всех, с кем он разговаривал. И когда он Джонсону такое вот грозил ракетами, я думаю, прям Путин такой кайф получал. Господи, что за человек? Как его в детстве обижали, что ему надо вот после 22 лет правления России еще вот так оттягиваться на руководителей, там, на президентах европейских государств. Глеб, но вы не верите Пескову, который говорит, что это ложь. Нет, не верю. Пескову не верю ни одному слову. А вы верите? А кто-нибудь верит в мире? Я уже думаю, что и в России-то, в общем, особо никто не верит Пескову. Я Да. просто к тому, что, ну, вот, вы же такие люди высокопоставленные, угрожать ракетами, говоря по телефону, ну, достаточно интересно. И Да, слушайте, действительно, естественное дело. А вот же расшифровали перед выборами или во время избирательной кампании Макрона, были же опубликованы вот эти вот разговоры по телефону Путина с Макроном, когда Макрон его там уговаривал, ну не надо, Путин, не начинай войну. Макрон говорит, все, пошел нахрен, я пошел в хоккей играть. Вот такое там было, мы же это все слышали. Это же Песков не может отрицать. Поэтому после такого разговора с Макроном, почему же не верить, что Джонсону ракетами грозили? Ну, конечно, грозил. Было бы странно, если бы не грозил. да, такая очень интересная деталь, да, в психологическом портрете Путина, который, ну, вряд ли остановится, выведет войска. Что вот может его на это сподвигнуть? Может ли вообще сейчас, по состоянию на данный момент времени, в принципе что-то? Нет, нет, сейчас ничего, это очевидно. Видите, началось какое-то там наступление в районе, где там Бахмут, Угледар, Солидар. Вот уже чуть ли не неделя наступления, а при этом никто никуда не продвинулся. Ребята, которые в Москве работают, они мне говорят, что сейчас вся пропаганда прям заходится, так сказать, в радости о том, что вот взяли Солидар. И прям это прям большое такое достижение, прям огромная победа на фронте. Я говорю, ребята, а вы что, не знаете, что Солидар, это там до войны там было 10 тысяч человек? А теперь там вообще, наверное, нет людей, это просто руин. Ну и взяли, ну и нахрена их взяли? Ну, мы не знаем, мы не военные специалисты, мы, Глеб, тебе рассказываем, какая, значит, идет пропагандистская волна внутри России. Видите, российская армия наступает, вот уже Солидар взяли, вот еще куда-то там продвинулись. Куда продвинулись? Куда-то там в промзону Бахмута, какой-то там завод шампанских вин, тоже, я думаю, руины. Ну, вы понимаете, то есть, вот вообще, да, то есть, вот что происходит реально на фронте. Это может происходить бесконечно? Конечно, нет. Потому что с каждым днем силы России тают. Это медицинский факт. Все время погибают, так сказать, солдаты, офицеры, все меньше остается кадровых, подготовленных, все больше, так сказать, мобиков. И зэки тоже уже, так сказать, в каких количествах погибли. С каждым днем меньше снарядов, меньше ракет. Ну как? Этого не может быть иначе, потому что Россия стреляет, стреляет, воюет, воюет. Этого меньше. А с украинской стороны? Патриотизм, народ, так сказать, хочет освободить свою страну, огромный запал вот отомстить. Я вот сколько разговариваю с украинскими журналистами, я же слышу от вас вот этот месседж, хочется отомстить. За что? За погибших детей, за погибших матерей, за разбомбленные города. Я так это слышу и думаю, елки-палки. Это же не просто вот русских должно пугать, ой, отомстят. Это еще, я думаю, с точки зрения военной. Ага, если есть этот драйв, значит, этот драйв идет на фронт, и этот драйв воюет с русской армией. Ну и кто будет победителем в этой войне? Даже без танков этих «Леопард», хрен бы с ними, и тем более без F-16. Вот просто даже в том режиме, в котором это вот сейчас все идет, ни шатка, ни валка. Месяц, второй, третий.
Я уверен, Саш, я много раз говорил, что в этом году война закончится. В этом году Путин проиграет войну, я уверен. Это мое субъективное ощущение. Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины, говорит начальник войск специальных, да, Кириллов. Из-за этого Пентагон активно переносит незавершенные исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы, подчеркнул он. В этой новости прекрасно все, я считаю, и очень хочу услышать ваше мнение об этой новости. Такое ощущение, что Россия готовится в Центральную Азию теперь вторгаться или идти дальше в Восточную Европу, потому что боевые комары, да, или какие-то другие разработки не дают покоя Москве. Что это за, скажем так, дымовая завеса всего происходящего? Неужели кто-то еще верит в какие-то биолаборатории? Саш, все стебутся над боевыми комарами. Блин, мне не смешно. Я не могу. Мне вот вообще не вштыривает. Когда бы не поднималась эта тема вот про боевых комаров, все хохочет. Блин, мне тошно. То есть этот идиотизм, ну такой вот. И за все это придется платить. И за все это платят прямо сейчас уже кровью. И русские, и украинцы. Вы понимаете? То есть вот народ хохочет над боевыми комарами, а в это время на фронте гибнут люди. А в это время прилетела ракета. В это время в Днепре там дом рухнул. Вот дети. И это вот продолжается. Господи, я не могу поверить, что Путин всерьез в это верит. Вот до сих пор, я вот, понимаете, вот сколько бы я об этом не слышал, от умных людей, о том, что Ковальчук во время коронавируса сидел там с Путиным в бункере и рассказывал ему про важнейшие достижения науки, генетики и про боевых комаров. Я вот это все слушаю, и где-то вот у меня вот в душе верить в это не могу. Ну, не могу я поверить, что Путин такой вот совсем уже отъехавший. Ну, никак. А с другой стороны, а что, 22 года у власти? Ну, веришь ты, не веришь, никто из нас проверить этого не может. Никто из нас 22 года у власти, вот так вот в самодержавной стране, где вся власть принадлежит Путину, где все по щелчку его может быть сделано, как у человека крышу на эту тему сносит, никто из нас не поймет. Хрен их знает, может, он правда верит в боевых комаров каких-то. Там вот это химическое оружие, какие-то бактериологические. Ой. Как вы думаете и как относитесь к идее Степашина, кажется, да, переименовать Волгоград, вышеупомянутый нами в разговоре, в Сталинград? Ну вот Степашин, да, так сказать, классный пиар себе сделал. Все о нем вспомнили, что есть такой Степашин. И когда-то он даже был шефом ФСБ в России, а потом хотел быть президентом. Сколько их было, вот этих вот мелкотравчатых дураков, не приспособленных к реальной борьбе за власть и к власти. Сколько их было, вот фальш-старт. Ох, не напоминайте мне об этом. Вот вы говорите Степашин, а я начинаю вспоминать Бориса Немцова. Вот был достойный мужик. С реальным опытом реального управления. Он был губернатором Нижегородской области, хорошим губернатором. То есть он мог быть шикарным президентом России, жили бы в другой стране. И его замочили Березовский и Гусинский. И они налили в уши Тане и Вале. Таня – это дочка Ельцина, Валя – это ейный мужик, муж. Вот эта гоп-компания, вот эти 4 человека, вот они привели к власти Путина. Вот они, так сказать, замочили Бориса Немцова. Это на их совести кровь и смерть Немцова. Вот на их. Вот они 4 персонажа. Из них, из 4, заплатил пока за это только Березовский. Он стал банкротом и самоубийцей. Заплатил. А остальные 3 нет. Заплатят? Хрен его знает. Это у Бога надо спрашивать. Да, достаточно, ну, такая история трудная, да, если оглядываться назад и вспоминать, какой могла бы быть Россия и какой шанс, собственно, был у Российской Федерации. Был этот шанс, 90-е годы упустили. Я в 90-е годы работал в «Коммерсанте», в первой газете капитализма. Как же я болел за Россию, вот знаете, как за любимую футбольную команду.
Я все время переживал, да что же вот здесь мы гол пропустили, здесь гол пропустили. Каждый гол – это не сделанные реформы. Каждый гол – это как бы победа очередных поганых пиарщиков. Какие-то там Хасбулатовы, Березовские, Гусинские. Вот эта вся сволочь, вся эта шушера, которая рассказывала русскому народу, что Америка враг, то, сё. И, к сожалению, ни Гайдар, ни Чубайс, никто из них, так сказать, не развернул контрпропаганду нормальную, чтобы рассказать, что в России каждый второй завод – это военный завод. В России тракторные заводы, на самом деле танковые заводы. В Новосибирске главный завод, который делал боеприпасы, эти снаряды артиллерийские, называется СИП Сельхозмаш. Он еще и, по-моему, трактора, что ли, но это так, для прикрытия. На самом деле 70% загрузки этого завода было производство артиллерийских снарядов. Вот уже как бы 10 лет этот завод загнивал, наконец его обанкротили, распилили оборудование на металлолом, все, снаряды он как бы, наверное, выпускать уже не может вообще нисколько. Да и вы скажете, слава богу, да, но, ребята, о том, что каждый тракторный завод на самом деле танковый, почему это не лилось из телевизора в 90-е годы, из каждого утюга? Вот когда один раз потребовалось замочить этого самого... Господи, Лужкова, да, с Примаковым в 96-м году перед выборами. Вот тогда развернули мощнейшую контрпропаганду. Я работал в газете «Коммерсант», и нам заказали газету «Не дай бог». Это была цветная газета, печаталась в Финляндии, и задача была мочить коммунистов, мочить, господи, Зюганова. Я уж перепутал, Примакова, против Зюганова и коммунистов. О том, что они, так сказать, вот, не должны победить на выборах. Очень эффективно работали, от души мы работали. И я там работал, и все. Мы все со всей душой ненавидели Зюганова и не хотели, чтобы он пришел к власти. Вы понимаете? Кто бы нам дал на год, на два до этого, так сказать, там, силами тех же Березовских, Гусинских, да, просто это должен был Чубайс организовать, эффективный менеджер. Это он замочил, так сказать, Зюганова, это он командовал газетой «Не дай бог» и всеми на свете. Это он нанимал лучших журналистов страны, чтобы они организовали контрпропаганду. То есть, когда вам надо, вы можете. И это был 95-96 год, обратите внимание. Что, вы тогда не могли развернуть пропаганду, что капитализм это хорошо, а Америка нам не враг? Что враг это бюрократы, это коммунисты, это военно-промышленный комплекс, это бесконечно эти красные директора, которые разворовывали каждый завод в стране? Что это они враги России? И что из-за них жрать нечего в России? Это они развалили Советский Союз. Вы понимаете, все 90-е годы этого не было. Ну и вот результат. Путин, 20 лет Путин и война. Какая-то странная в России реакция на вот якобы приезд Дудя сниматься в рекламе иноагент, уехавший из России, а вот смотрите, если есть рекламный контракт, вот он возвращается. Что бы вы сказали по поводу этого? А реклама чего? Я не следил. Чего он рекламирует? Ну, какая-то рекламная у него была как бы интеграция с рекламной кампанией, и поэтому он приехал в Россию, прилетел, и, собственно, его увидели, сняли и бурно обсуждают в соцсетях, что как это он взял и приехал, посадить бы не мешало. Слушайте, но Дудь, видите, так сказать, умудряется и в России, и за границей работать одновременно. Вроде и иноагент, а он и там, и там. И вот он сделал этого Оскара Кучеру, прости господи. Я не смотрел, не спрашивайте. Я даже вот 10 секунд не смотрел. Еще я знаю, Белковский ни 10 секунд не смотрел. Для меня это знак качества. Если не смотрел Оскара Кучеру ни одной секунды, ты умный. Если посмотрел 30 секунд, ты на 30 секунд глупее. Хотя, вот смотрите, жена моя смотрела, а ведь она умная. Ёлки-палки, Эля, прости, я не хотел тебя обидеть. Смотрела Кучеру, и слава тебе, Господи, хрен с ним. Ну, в общем, Дудь, так сказать, когда он этого Кучеру снял и, ну, вроде бы, говорят, размазал, да, так сказать, я думаю, в сознании нас мы так не сомневались, что все это ахинея, вся эта пропаганда, и все, кто верит в нее, они или полные дураки, или вот у них там в Америке рожаем, практичные мы такие, продажные твари, но при этом рассказываем, что мы, так сказать, за Путина и против Америки, да? Но те, кто это так и думал, и это все понимал, они продолжают понимать. А на других этот дудевский фильм, по-моему, не действует.
экскаваторщик в России, который, так сказать, против Америки, если ему показать этого Дудя с Кучеры, он посмотрит и скажет, а что? Кучера нормальный мужик. Вот я вот думал, что так. И на него даже не подействует, что этот нормальный мужик почему-то там в Америке рожает. Да, да, Глеб. Друзья, я всех приглашаю подписаться на мой канал. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете. Достаточно у нас жизненный, резонансный разговор, который я хочу закончить вот еще одной новостью. Из Железноводска. Там мэр этого российского городка грозит закрыть туалеты в парке на аллее Любви из-за того, что их молодежь превратила в модульные бордели. Это цитатка. Чиновник заявил, что туалеты там ставили для человеческих потребностей, но не таких, и отметил, что ждет, когда у молодежи совесть проснется. Мэр Железноводска, а у вас-то совесть когда-нибудь проснется? Может, вы создадите какую-нибудь, так сказать, там патрульно-постовую службу, которая будет делом заниматься? Не крышевать торговлю наркотой, а как бы реально, так сказать, обеспечивать общественный порядок, чтобы в туалетах не гадили, чтобы было чисто и красиво. А? Мэр Железноводска, вы же порядок любите, да? Ну так и наведите порядок. У вас для этого всяких, так сказать, Росгвардии, ментов, того-сего немерено, дружинников каких-нибудь создайте. Мэр Железноводска. Или некогда. Все время нужно заниматься спорами хозяйствующих субъектов и человейники строить. Ох, вы мне про этих мэров даже не напоминайте. Я если начну рассказывать, откуда из России, из каких городов мне пишут и рассказывают, кто что творит, продолжает, уже Россия вот-вот войну проиграет, а все эти мэры, главы администрации, хрен, они продолжают вот эту старую шарманку. Гребем под себя, обижаем народ, недвижимостью занимаемся. Просто пипец. Неужели они совсем кретины, и у них вот даже в самый последний момент не включается чувство самосохранения? Похоже, что нет. Есть такое выражение: перед смертью не надышишься. Это об этом. Не нагребешься. При том, что уже и дети, и внуки все упакованы, уже хрен знает сколько, десятков миллионов долларов у каждого, все равно продолжаем как подорванные грести под себя. Зачем? Ой, ладно, нам не понять. Да, ну, зато туалеты закрываем, чтоб молодежь не занималась чем не следует. Да ну, надо репортаж сразу снимать из этих туалетов. Просто он об этом говорит сейчас, зимой, да. Ну, давайте дождемся. Просто летом про эти туалеты все забудут. А вообще-то нормальный блогер там должен тут же брать телефон в руки и идти снимать этот туалет. И это безопасно. Это ты не за войну, не против войны, ты не против Путина, не за Путина. Просто мэр сказал туалеты, пошли, я беру телефон и снимаю, что там будет. Ну, давайте посмотрим, давайте заглянем в туалеты Железноводска. Но без меня. Без меня, без меня. Глеб Пьяных, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго. Да, друзья, берегите себя. Всем всего самого доброго. Добра и света традиционно желаю. Подписывайтесь. Увидимся.